Друзья, всем привет! Тем, кто смотрел мое предыдущее видео, это место может показаться немножко знакомым. На самом деле вы абсолютно правы. Это опять-таки угол строителей и героев Сталинграда. Но если в прошлый раз наша цель была вот эта, то в этот раз наша цель с другой стороны улицы. 5-й микрорайон, друзья. На самом деле про 5-й микрорайон можно рассказать очень коротко. Показать центральный стадион, который является главным местом, наверное, в 5-м микрорайоне. Вот, тот самый стадион, который с легкой руки Григоровича и компании стал стадионом «Авангард». В тени Чернобыля его так обозвали, и, на удивление, это название прижилось. Я на эту тему более подробно рассказывал в ролике о 1-м микрорайоне, что такое настоящий «Авангард», почему, как, точнее, не почему, а как назывался стадион, на самом деле центральный, да. Там же я рассказывал и про парк. Вот, можете перейти по ссылочке, по подсказке и посмотреть. Сегодня мы пойдем в 5-й микрорайон. Я вам покажу детский садик «Чебурашка». Наверное, название, которое наиболее на слуху у людей, которые интересуются Чернобыльской зоной. Понятное дело, стадион, куда же без него. Стадион центральный, прошу заметить. Посмотрим 5-ю школу, посмотрим просто на микрорайон в целом и детский садик «Яблочко». Такая интересная локация, он находится, в принципе, в самом конце микрорайона, очень далеко. Доходят туда единицы. Наверное, вот он этим достаточно интересен, тем, что это не баянное место. Вот. И там есть что посмотреть. Ну что, погнали? Давайте осмотримся перед прогулкой, как мы это сделали в предыдущем видео. Начнем мы с детского садика «Яблонька», который я почему-то во время съемок упорно называл «Яблочко». Как видите, расположен он достаточно далеко, и поэтому он относится к локациям, которые я называю небаянными. Скажу вам больше, даже я для этого видео ходил к этому детскому садику в первый раз. Стадион центральный. Посмотрим и на сам стадион, и поговорим немного о припятской футбольной команде, которая называлась «Строитель». 5-я школа. Симпатичное здание снаружи, хотя на самом деле внутри абсолютно обычная советская школа. И детский садик «Чебурашка». Этот детский садик уже более популярен, чем «Яблонька», поскольку находится он недалеко от стадиона.
Сюда бывает заходят туристические группы. Кстати, дорожка сюда проходит через весьма атмосферный Припятский дворик, который тоже дает представление о том, как это все выглядело до эвакуации. Ну а мы переносимся к садику Яблонька. Итак, детский садик Яблонька. На самом деле даже дойти сюда было весьма непростой, нетривиальной задачей, поскольку в связи с тем, что место это непосещаемое, дорожки как таковой сюда нет. И мне, пройдя 5-ю школу, дальше уже пришлось идти напрямик через джунгли города Припять. А что касается самого садика, судьба у него весьма печальная. Дело в том, что этот садик даже не успел начать писать свою собственную историю. Несмотря на то, что он был полностью построен, готов к эксплуатации, из-за аварии на Чернобыльской атомной он так и не успел принять своих первых посетителей. А касательно самого здания, как видите, сохранилось оно достаточно неплохо. Внутри даже сохранился какой-то инвентарь. Однако проблема в том, что зарос этот садик просто до безумия, и рассмотреть его практически невозможно, в том числе и с воздуха. Кстати, вопрос знатокам Чернобыльской зоны отчуждения. Кто знает, почему в городе Припять никогда не было детского садика номер 1? Пишите ответ в комментариях, а с меня будет маленький сувенир тому, кто правильно ответит первым. Двигаемся дальше, друзья. Хотя в моем случае правильнее сказать, возвращаемся обратно, поскольку начал я от самой-самой дальней локации 5-го микрорайона. 5-я школа. Характерной особенностью 5-й школы является вот эта не совсем понятная конструкция на фасаде здания. Единственное более-менее понятное объяснение, которое я нашел сам для себя, это то, что цифру 8 вписать в этот квадратик было намного легче, чем цифру 4. При том, что буквы внизу уже идут по алфавиту. Касательно же самого здания, опять-таки, состояние его достаточно неплохое. Дело в том, что школа была открыта в 1985 году, то есть проработала она практически 1 год. Однако внутри есть вот такая непонятная фигня со стенами, с перегородками. Я не знаю, то ли это дело чьих-то рук, то ли это пострадали они так от времени, хотя, если присмотреться, видно, что сюда не затекала вода. И каких-то таких внешних факторов, которые могли бы так разрушить эти стены, я, на первый взгляд, по крайней мере, не вижу. Однако, как я уже говорил в ролике, по-моему, про 1-й микрорайон, я как бы не архитектор, не инженер. Возможно, оно так и должно быть, поскольку здание 34 года стояло без какого-либо обслуживания. Ну что, мы выходим из 5-й школы и идем к нашей следующей локации. Стадион Центральный, друзья. Стадион, который тоже так и не начал писать свою собственную историю. Этот стадион должен был открыться 1 мая 1986 года и стать домашним стадионом для припятской команды «Строитель». Да, в Припяти была своя собственная футбольная команда. Она не была профессиональной, однако она принимала участие в Кубке Киевской области и в соревнованиях среди любительских команд. Так называемое соревнование среди КФК, клубов физической культуры. Этот чемпионат КФК, он разыгрывался следующим образом. То есть Украина делилась на зоны, победители зональных групп встречались после этого в финальном турнире, и победитель финального турнира переходил во 2-ю лигу и получал статус профессионального клуба. Припятский клуб был близок к выходу из своей зоны только в 1985 году. Они тогда заняли 2-е место в своей группе, и это было их лучшим результатом. В 1987 году, после того, как был построен город Славутич, Припятский футбольный клуб «Строитель» переехал туда. Однако достичь своих былых результатов он уже так и не смог. Поиграв еще год и заняв 8-е место в своей зоне в 1988 году в чемпионате среди КФК, клуб был распущен и прекратил свое существование. Именно в этот момент прекратилась история Припятского футбольного клуба «Строитель». Сам же стадион, как видите, уже зарос, стал больше похож на лес. Очень интересно смотреть на реакцию людей, которые сюда попадают первый раз, когда проходишь по тропинке мимо деревьев через стадион, и вдруг среди леса появляются трибуны. И вот это ошарашенный взгляд, а что это было поле футбольное, дорого стоит. Ну так, небольшие размышления вслух, друзья. А наша следующая остановка — детский сад Чебурашка.
Проходим через тот самый Припятский дворик, о котором я говорил в начале видео. И выходим к детскому садику Чебурашка. История этого детского садика, как в принципе и всего 5-го микрорайона, достаточно короткая. Знаменит этот садик, в первую очередь тем, что он близок к стадиону, а во вторую очередь тем, что в нем достаточно неплохой сохран, который дает возможность прочувствовать атмосферу этого места. Не буду много рассказывать по поводу этой локации. Давайте просто посмотрим, почувствуем, представим, как это было до аварии, до эвакуации. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась прогулка. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Увидимся. Пока.